Бардзес, всех приветствую на моем канале, и как вы поняли, сегодня будет армянское блюдо. Итак, кюфта. Слово кюфта означает измельчать или мясные шарики. На Востоке, на Кавказе кюфту, а по-нашему просто тефтели, готовят везде. Существует более 300 видов кюфты. Но сегодня я займусь армянской кюфтой, точнее кяварской или гаварской, потому что появилась она в городе Гаваре. Гавар или Кавер — это небольшой городок в Армении, недалеко от озера Севан, который основали армяне, которые бежали от турецкой резни после Первой мировой войны. Кто и как придумал этот рецепт, к сожалению, неизвестно, но пошел именно оттуда. Гявярскую кюфту, а именно так называют армянскую, можно смело отнести к знаковым блюдам армянской кулинарии за счет уникальности технологии ее приготовления. Дело в том, что для этой кюфты фарш взбивают практически в однородную пасту. Раньше фарш для кюфты, в основном говядину, отбивали специальным деревянным молотком на большом плоском камне. Этот процесс очень трудоемкий, да и говядина, тем более хорошая, очень дорогой продукт. И сейчас. Поэтому кюфту готовили и готовят больше на праздники, на свадьбы, на Новый год. Она была и остается праздничным блюдом в Армении. Я впервые попробовал настоящую армянскую кюфту, когда мне было лет 15. Тогда мы с бабушкой ездили к нашим друзьям в Ереван. И я прекрасно помню, как мама Джулия и ее дочь Лилит готовили нам кюфту как дорогим гостям. Они руками отбивали мясо, потом взбивали его очень долго в огромные миски, готовили огромные шары, резали тонкими-тонкими ломтиками, поливали растопленным сливочным маслом. Это было что-то потрясающее, я запомнил до сих пор. И с тех пор, конечно, я готовлю кюфту. Но сегодня я хочу провести небольшой эксперимент. Приготовлю классическую кявярскую кюфту по аутентичному рецепту и два бюджетных варианта из свинины и курицы по моему рецепту. И посмотрим, что получится, и сравним. Итак, для классической кюфты, естественно, говядина, желательно без жира и сухожилия. Если они есть, то их нужно будет вырезать. Репчатый лук, коньяк, разумеется, армянский. Можно взять какой-то другой, но мы же делаем аутентичный рецепт, поэтому, конечно, армянский. Яйцо, молоко и мука. Честно говоря, я ни яйца, ни молоко, ни муку, ни крахмал в свою кюфту никогда не добавляю. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Я добавляю только воду. Но коль мы делаем аутентичный рецепт, поэтому я сделаю все правильно на этот раз. Ну и, конечно, соль и черный молотый перец. И как вы заметили, несмотря на то, что это блюдо восточное, никакие специи в кюфту не кладутся, кроме черного перца. Я проводил эксперименты. Добавлял в фарш майоран, мускатный орех, молотый кориандр, разные специи. Да, получается вкусно. Но это уже не кюфта, это такая вот вкусная домашняя вареная колбаса. Я знаю, что существуют варианты кюфты с грибами, с добавлением кайенского перца, аджики. Я их никогда не пробовал. Если у вас есть опыт, и вы используете какие-то специи, то я буду рад, если вы напишите в комментариях. А вот куриную и свиную я сделаю совсем не по правилам. Для куриной я возьму куриную грудку. Можно взять бедрышки. Я уже делал несколько раз из бедрышек, но это большая морока, потому что нужно вырезать все хрящики, сухожилия, потому что мясо должно быть идеальное. Тот же коньяк, молоко. Тут оно как раз уместно, это будет такой диетический вариант. Лук я класть не буду. И сливочное масло. Лучше всего подмороженное. Почему подмороженное, вы увидите чуть попозже. Ну и тот же соль и перец. И для свиной постную свинину, репчатый лук, чеснок, что в настоящую кюфту никогда не кладется, воду, тот же коньяк. Кстати, не обязательно коньяк. Аутентичный рецепт допускает добавление, например, водки. Я бы в свиную кюфту добавил, например, кальвадос, но где же его тут взять? И я возьму все-таки немножко специй. Это молотый кориандр. И опять же соль и перец. Я начну с мяса. Нам нужно сделать две процедуры. Первая — это перемолоть мясо в однородную пасту, а потом его сбить. И, разумеется, долбить деревянным молотком я не буду. Сейчас эпоха электрических машин, поэтому я воспользуюсь вот таким вот блендером. У меня маленький, поэтому я буду делать по частям. И, разумеется, мясо должно быть идеальным. То есть все прожилки и сухожилия нам нужно будет отрезать. Если у вас блендер не очень мощный, то можно сначала мясо перемолоть в мясорубке, а потом его уже блендером пробить. Но у меня машинка эта новая, она острая, поэтому достаточно будет ее. Так, отправляем
Чтобы лучше сбивалось, чуть-чуть добавлю молока сразу. Так она пойдет лучше. Где-то 2 минут вполне достаточно. Вот получилась такая идеальная однородная паста. Теперь я отправлю все это в чашу нашего комбайна. Она очень липкая, это так и должно быть. И следующую партию. Так, ну вот последняя. Теперь я добавлю муку. Думаю, что все не надо, чуть-чуть. Яйцо. Соль. Черный перец. И коньяк. Я, как всегда, делаю на глаз, но точные граммовки я напишу, когда буду монтировать. Ну, мало коньяка не бывает. Теперь поставлю чашу в комбайн и буду взбивать на высоких оборотах. Можно, конечно, вручную, но это очень-очень трудоемкий процесс. Если у вас нет процессора, то минут 20 вам нужно будет руками мешать, отбивать, мешать, отбивать. В общем, это кошмар. Пока мясо взбивается, нужно мелко нарезать лук. Очень мелко. Так, выключаем. Теперь я добавлю лук. И теперь все окончательно собью вместе с луком. Фарш должен насытиться кислородом, чтобы там внутри появились поры. Это будет прекрасно. Теперь желательно его попробовать. Многие не пробуют сырой фарш, но мне все равно. Я сыроед. Так, соль. Еще чуть-чуть соли. Хорошо. Я бы еще коньячка бы добавил, но будем следовать рецептуре. Фарш для классической кюфты готов. Теперь будем делать куриную. Курица. Все то же самое. Чуть-чуть молока. И размалываем. Соль. Здесь одной ложечки достаточно. Черный перец. Еще раз напомню, лук я не добавляю. Это вариант диетический. И коньяк. И также взбиваем. Теперь я сделаю следующее. Я возьму часть фарша, меньшую, и переложу в мисочку. Вы узнаете зачем. Обратно в комбайн. И мелко нарежу маленькими кубиками сливочное масло. Вот почему я говорил, что оно было чуть-чуть подмороженное, потому что его так легче резать. Теперь масло я отправлю в комбайн и аккуратненько перемешаю на маленьких оборотах. Все, готово. И теперь займусь свиным. Свинину я размолол за кадром. Сейчас я добавлю еще чуть водички. На самом деле ее надо подливать, когда мы взбиваем мясо, смотреть, чтобы была правильная консистенция. То есть мясо должно быть очень липкое. Репчатый лук. Даже там не все. Так вот будет достаточно. Чеснок возьму, наверное, пару зубчиков достаточно. Выдавлю фарш. Молотый кориандр. Перец. Соль. Еще чуть-чуть. И, как всегда, коньяк. Пробуем. Можно есть сырой. 3 варианта фарша я приготовил. Теперь займемся непосредственно приготовлением кюфты.
Нагреваем кастрюльку где-то градусов до 80, но не до кипения. И будем формировать кюфту. Я начну с куриной, потому что это самое интересное и самое сложное. Нам еще понадобится, естественно, вода. Кюфту можно формировать двумя способами. Первый — это руками. А второй — использовать вот такую вот мисочку. Кладем туда фарш и делаем шарик. Но я буду руками. Вторую руку тоже и формируем шар. Я чуть-чуть фарш этот куриный подморозил, потому что там масло, чтобы оно не вытекло. Почему я сделал один фарш с маслом и немножко без масла? Потому что я хочу вот этот вот наш шарик обмазать сверху фаршем без масла, чтобы при варке масло просто не вытекло. Вот и все. Ну, как в котлете по-киевски. Мы аккуратненько сверху его закроем. Размер шариков кюфты должен быть где-то размером с ладонь. И аккуратненько отправляем его в кастрюльку. Оп. Я забыл воду посолить. Чуть-чуть. Пару ложек. Накрою крышкой. Появится пена, ее будем снимать. И где-то минут 25 куриный фарш варится быстрее. Я думаю, будет все готово. Куриный вариант готов. Достаем. Красотень. Пусть пока остывает, а я займусь говяжьим и свиным. Есть у кюфты один недостаток. Дело в том, что когда мы мясо сварим, то оно станет серым. Но есть один способ, как делать кюфту красивой. Можно в мясо добавить краситель. Но я этого делать не стал. У меня не так много подписчиков. А уж после этого все мои армянские друзья точно от меня отпишутся. Аккуратненько отправляю его в кастрюльку. Оп. Куриную я делал отдельно, потому что она варится меньше по времени. А эти все сразу в кучу. Так, все отлично. Крышку и минут на 40. Мои кюфта сварилась. Так, достаем. Начну с куриной. Мы ее хотя бы точно определили. Красота какая. Жалко, что масло вытекает. Сейчас мы ее красиво положим. Так, это у нас будет куриная. Судя по цвету, это классическая. Еще один кусочек. И свинина. Теперь нужно все полить растопленным сливочным маслом. Можно кусочки, конечно, положить, но мне нравится именно растопленное масло. Теперь попробуем, что получилось. Я начну с классической. Классика, она и есть классика. Хорошо. Теперь куриную. Куриная будет чуть понежнее, с очень тонким вкусом. Мне очень нравится. И свинина. Скажу честно, свиная на фоне вот этих двух все-таки проигрывает. Может быть, не надо было класть специи, но это эксперимент. А вкусно есть кюфту так. Но, во всяком случае, мне нравится. Берем лаваш. Берем кюфту. Чуть-чуть зеленушки. Зеленый лук, отлично. Помидорку. Все это в лаваш. И вот так получается маленький праздник. Бари Аходжак. Приятного аппетита. Если вам этот ролик понравился и был полезен, буду признателен за лайк и подписку. Всем пока и до скорых вкусных встреч.